Привет! Меня зовут Николета, и это Blockchain Beats. И это вторая часть марлезонского балета, то есть видео о майнинге. В этом видео мы изучим детальнее, как работает майнинг по принципу Proof of Work в сети биткоина и эфириума. Это видео немножко более техническое, но от этого не менее интересное. Поехали! Главное, что нам нужно, прежде чем мы отправимся в Mordor, это понимание того, что такое хэш-функция. Хэш-функция в общих чертах – это функция, которая при одних и тех же вводных данных выдает один и тот же результат. Таким образом, при перемене даже одного элемента вводных данных результат полностью поменяется. И имея только результат, невозможно сказать, какие данные были вводными. Ну что, готовы? Поехали! В биткоине суть майнинга такова. Нужно найти такую комбинацию между данными блока и каким-то числом, чтобы результат хэш-функции имел определенное количество нулей в начале. Думаете, это так легко? А вот и нет. Нет такого алгоритма, который решал бы эту проблему легко и просто. Для хэш-функции, использованной в сети биткоина SHA-256. И решение этой проблемы – это просто подбор чисел, начиная, например, с нуля. Берется 0, добавляется к блоку, хэшируется, проверяется результат. Если не подходит, берется 1 и так далее. Если нашлось подходящее число, майнер прикрепляет его к блоку и объявляет об этом в сети. Это и есть Proof of Work. Остальные участники сети могут легко проверить правильность этого решения. Достаточно лишь пропустить его и блок через хэш-функцию и проверить результат. Если все в порядке, блок добавляется к цепи и идет работа над следующим блоком. В эфириуме майнинг сложнее в понимании, но легче в подсчитывании. Здесь также участвует число, которое нужно найти для решения. Но оно добавляется не к хэшу блока, а к комбинации между данными блока и частями локального набора данных, генерирующийся через каждые 30 тысяч блоков. И результат не должен иметь какое-то число нулей в начале, а должен быть меньше определенного числа, то есть порога. Таким образом, это и легче подсчитать, и можно проверить по микс-хэшу и числу добавленных к блоку. Вообще, сложность этих задач, количество нулей в начале или порог, меньше которого должен быть результат, динамичны для того, чтобы поддерживать стабильное время добавления блоков. Для биткоина это где-то 10 минут, а для эфириума это где-то между 10 и 20 секундами. То есть, если сеть определяется автоматически, что добавление одного блока занимает больше времени, чем надо, то сложность задачи, то есть количество нулей или порог, автоматически уменьшается. И, соответственно, наоборот. Если добавление блока происходит слишком быстро, сложность задачи повышается. В следующей, заключительной части этого триатлона мы поговорим об альтернативах Proof of Work и как они работают. И если у вас есть какие-то вопросы к этому видео, добавляйте их в комментариях. Пока!